Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая встреча все изменит. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои мальчишки, что я могу вам сказать? Вы мужчины, да, потому что вас много. Вы добытчик, вы человек, за которым можно быть, реально как за каменной стеной. Говорю это абсолютно без лести. Вы человек по жизни такой бесстрашный, смелый, да, вы можете, реально защитить и себя, и своих детей, свою семью, любимую женщину, да, у кого она сейчас есть. Вы человек, который, реально, вы попадали по жизни в такие, может быть, даже экстремальные ситуации, но выходили всегда победителем. Знаете, у кого-то может проиграться, такой очень пронзительный, такой пронизывающий взгляд, что когда вы сердитесь, многие боятся даже вашего взгляда. То есть вас лучше не злить. Хотя, в общем-то, вы человек такой мирный. Ноша очень такая тяжелая на вашу жизнь пришлась, да, но вы опять-таки как сильный человек достойно все выносите, да, все тяготы жизни. Вы очень не любите людей, которые юлят, да. Для вас неизвестность это хуже всего. Вы человек прямолинейный. Вы что думаете, то и говорите. Давайте сделаем снова-таки наш маленький опрос. Напишите, вы человек прямолинейный или нет? Так, по-честному, да? Напишите все, кто смотрит. И, кстати, те, кто просто смотрят без подписки, не стесняйтесь, тоже можете подписываться. Вас довольно много. А мне будет приятно. Итак, вы человечек, который либо же сейчас находитесь в одиночестве, либо же пережили одиночество. Но это одиночество, оно вам даже как-то поможет. Оно вам поможет и как-то переосмыслить свою жизнь. Это одиночество для переосмысления, для какого-то такого самопознания, может быть, да, вы разберетесь в себе, может быть, уже кто-то разобрался. Это и работа над ошибками, и вообще это такая, знаете, ситуация, которая вам очень была необходима. Вы это сами поймете, многие понимают, о чем я говорю, да, потому что порой, когда ты уединяешься от людей, когда ты пребываешь наедине со своими мыслями, у тебя как будто в голове все твои мысли, эмоции, ощущения, хотелки, это все как по полочкам раскладывается, да. Нет того хаоса, может быть, который был раньше в душе и в мыслях, да, и ты понимаешь, ты все структурировал, и ты понимаешь, что, почему и как вышло, да. А как могло быть? А как сделать, чтобы не повторить, да, этих ошибок и не наступить на те же грабли? То есть этот период вам был очень и очень полезен. У кого-то сейчас он происходит. Вы человек, который имеет, возможно, даже феноменальную память. И даже несмотря на то, что у вас может быть, довольно такой и преклонный возраст, кто-то может быть там средний возраст, за 40 я имею в виду. Хотя сейчас даже у молодежи, у многих когнитивные способности, не очень хорошие. Та же память, внимание, да, восприятие и так далее. У вас она, в общем-то, не по годам довольно неплохая. Поэтому, я думаю, Альцгеймер вам точно не грозит. Вы человечек, который... знаете, хочется сказать, есть такое выражение, я не злопамятный, но помню все. Но это тоже про вас. Как раз вы не злопамятный, но поскольку у вас очень хорошая такая память, конечно же, вы много чего помните, и эти воспоминания порой вами руководят. Порой эти воспоминания вам не дают наделать ошибок, да, порой воспоминания
помогают вам вообще в жизни, да, вот, то есть особенно это касается тех, у кого были порывы вернуть женщину. Но поскольку вы помните, что она натворила, начудила, да, вы отлично это помните, вы не даете себе вот этих порывов, да, вернуть все обратно. То есть вы помните, вы трезво рассуждаете, что если я вернусь, будет все то же самое. Поэтому ошибок вы не делаете именно благодаря вот переосмыслению, благодаря тому, что вы вообще, ну, человек думающий, да. У вас очень развито мышление, вы всегда все взвешиваете, вы не совершаете каких-то необдуманных поступков. И чем старше вы становитесь, вот как будто вы, ну, все серьезнее и серьезнее становитесь. Но опять-таки это все идет из опыта, да. Это по молодости можно что-то совершать, не подумав, а потом уже понимаешь, да, что ничего не изменишь. У вас уже сейчас не так. Вам хочется покоя, вам хочется спокойствия, равновесия, хочется банального домашнего тепла и уюта. Но, как я вижу, не у всех он есть. Кто-то из вас сейчас, вот как я уже сказала, находится в тотальном одиночестве. Да, оно вас тяготит, да, вам плохо. Но, тем не менее, вы видите, что достойной женщины возле вас пока нет. Ну, я имею в виду где-то в вашем круге обитания, да, вот в вашем таком, я не знаю, там место жительства, где вы работаете, где вы бываете. То есть, ну, достойной женщины вы не видите. А лишь бы с кем связываться, конечно же, вы не хотите. Поэтому, да, грустно бывает, да, печально, но, тем не менее, бросаться на любую, ну, вы точно не будете. Также среди вас есть те, кто сейчас хотели бы, ну как сейчас, не сейчас, уже, в принципе, вы, может быть, даже давненько задумываетесь над тем, чтобы закончить свои, ну, либо же отношения, либо же семью. Просто как-то вот не решаетесь, да, кого-то дети держат, кого-то материальное держит. И плюс вы еще многие питаете иллюзию, да, а вдруг наладится, а вдруг я что-то смогу, а вдруг я ее поменяю, а вдруг то, а вдруг все, время идет, а вы видите, что ну ничегошеньки не меняется, да, как был холод, так и есть в отношениях, как была женщина чужая, да, вроде бы рядом, но она чужая, так и осталась. Вы человек, который, ну, однозначно, утрата у вас была, причем утрата даже не единожды. У кого-то это были, допустим, разрушены несколько браков, кто-то потерял, может быть, ну так, относительно недавно, может быть, даже близких, либо же людей, да, похоронил, может быть, знакомых, там, ну, таких довольно дорогих людей, может быть, приятели, да, тех, кто связаны с формой. Здесь 100%, да, здесь у вас идет утрата за утратой, которую вы очень и очень тяжело переживаете. Я вам скажу, что вот как бы жизнь вас и дальше не испытывала, ну, она вас просто не сможет сломить. Вы очень-очень такой выносливый человечек. Итак, давайте-ка смотреть, какая же встреча все изменит. Ну, мне показано, да, что вот кто-то из вас однозначно все еще продолжает сидеть в отшельниках, да, и про личную жизнь абсолютно не думать. Хотя где-то там червячок сидит, да, и точит мысль, что, ну, нужно же пару, да, нужна же женщина. Так вот, я вам скажу, что в вашей жизни появится женщина, это будет новое знакомство, неожиданное, в таком месте даже, где вы, ну, даже не будете думать про какое-то знакомство. Это может быть любое место, да, мы не привязываемся, это общий расклад. Ну, вплоть до очереди, что в очереди за хлебушком, да, ну, это я так утрирую. Ну, то есть такое место, где, ну, точно вы не будете думать о каких-то там флиртах и так далее. Это будет женщина моложе вас, она будет, ну, такого среднего телосложения, женщина, ну, очень такая, знаете, может быть, даже скромная. Вы увидите, что вот вы начнете с ней разговор, да, она вам понравится. Но вот как-то она будет то ли так томно глазки опускать, то ли, может быть, покраснеет. Ну, знаете, это всегда видно, когда женщина стесняется, когда ей неловко. Она вас именно этим и зацепит. Вот своей какой-то скромностью, да?
Она вам покажется, ну, как какой-то белой вороной в таком вот темном и таком испоганенном мире, да, когда очень много лжи, корысти, да, когда это все такое негативное, все негативные, лживые, да, ну я не говорю, что прям все-все-все, да, но многие, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Она вас этим и зацепит. Конечно же, внешне она тоже вам понравится, но для вас, вот я бы сказала, что на первом месте все-таки то, какая она как человек. Для вас, для многих очень большое значение имеет вот именно человеческие черты, человеческие качества женщины. Конечно же, внешность важна, да, я не про крокодила говорю, но тем не менее основной прицел на то, какой она человек. Вы будете наблюдать какой-то период за ней, да, общаться, наблюдать. Знаете, будете по-хорошему просто шокированы. Какая женщина, вот неужели такие бывают? Она будет вот даже такая бережливая, да. Понятно, что через какое-то время она придет к вам в гости, да. Вы увидите, что она и хорошая хозяйка, она умеет и приготовить, там, и поубирать, постирать и так далее. Знаете, такое ощущение, что вы будете ее как-то вот слегонца тестировать, да, вот какая она в быту, что она может, как она может, да. Я когда-то давно помню, такой маленький лайфхак говорила. В принципе, этим лайфхаком могут воспользоваться и мужчины, и женщины. Но если вы уж хотите проверить, да, вот как к вам человек относится, вы можете просто сказать, допустим, по телефону, что вот там вы приболели, лежите с температурой, такой бедный несчастный, там типа кушать вам нечего, ну то есть во всей красе это все рассказать, да, лекарств нет, ничего нет. И вы просто смотрите на реакцию женщины, да, вот что она скажет вам и что она сделает, вот именно то, что она будет делать. Примчится она вам там с лекарствами, купит ли она вам продуктов и придет бульончик там и еще что-то сварит. Либо же она вам скажет, ну, поправишься, звони, да? Вот когда вы услышите, ну, поправишься, звони, вы можете смело блокировать эту женщину. Это маленький такой лайфхак, но он очень классный и очень действенный. Он показывает всегда, как человек к вам относится. Поэтому берите на заметку. Но я думаю, эта женщина, ну, она сама себя покажет. Здесь не нужно особо так ее сильно и тестировать. На детектор лжи точно ее садить не нужно. Она вам покажет свою искренность, свою честность, свою даже преданность. Да я вам еще раз говорю, вы будете просто обалдевать, да, если можно так назвать, по-хорошему шокированы будете. Но неужели бывают такие женщины? Эта женщина, ну реально, она изменит вашу жизнь. Эта встреча изменит вашу жизнь. У меня прям мурашки бегут от удовольствия, да. Ну настолько, во-первых, я эти карты обожаю, такие яркие, красивые. Плюс то, что я вижу, да, вот вы будете держать в тайне эти отношения. А в общем-то, я это так и советую, потому что счастье любит тишину. И вы будете даже сравнивать с бывшей. Это сравнение будет абсолютно не в пользу бывшей. Вы будете, ну, в шоке, да, вот как я мог жить с женщиной, которая, ну, так кардинально разнится с вот этой, что будет. Вы просто будете в таком шоке, да, вы прозреете даже те, кто сейчас, может быть, еще мечтают помириться. Вы поймете, что вот как я жил, с кем я жил, вот как я мог жить с такой женщиной. Вот приблизительно что-то такое у вас зародится в мыслях. Я вам скажу, что эта женщина, ну реально, она кардинально поменяет вашу жизнь. Вы можете, конечно же, это будет зависеть от вашего желания, либо же в гражданском браке жить, либо узаконить. Это уже будете решать вы с ней вдвоем, да. Бросаться в омут с головой вы точно не будете, как я сказала, вы будете пока первое время наблюдать. Но чем больше вы ее будете узнавать, тем больше вы будете кайфовать, да, от того, что ну, рядом с вами такая потрясающая женщина, которая кардинально изменит вашу жизнь к лучшему. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!